Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Lost Solo, на котором я рассказываю о моем опыте использования портативных и не очень, хай-энд и не очень аудиогаджетов. Из крайности в крайность, как сказал один мой подписчик, но так ведь интереснее, разве нет? Наверное, у каждого любителя музыки есть какой-то свой святой грааль в плане наушников. Ну, не только наушников, конечно, но в данном случае мы говорим именно о них. У каждого это свой собственный идеал, который, скорее всего, не совпадает с идеалами других людей, но не стоит по этому поводу хвататься за вилы и бросаться в праведный поход. Мы не о религии говорим тут, так что не надо воевать. У меня такой идеал – это классические Campfire Solaris. Да, есть немало других интереснейших моделей и даже подороже, но именно этот звук я считаю практически идеальным, непревзойденным и очень хорошо помню свои впечатления, когда услышал его впервые. Это было озарение какое-то. Впрочем, это не только мое мнение. Очень многие считают, что Solaris – это одни из наиболее хорошо звучащих внутриканальных мониторов на планете. Хотя слово «мониторы» тут неуместно. Это наушники для удовольствия, для прослушивания музыки с целью получения наслаждения от тембра, характера и подачи. Есть еще и модель Solaris 2020, и она тоже очень хороша, но это не классический Solaris, а меня в свое время зацепил именно звук изначальной версии. Конструкция Solaris всем известна. Если исходить из обывательской точки зрения, когда все заключается исключительно в подсчете количества элементов, то да, ничего особенного. 10-миллиметровый динамический драйвер и 3 балансных арматуры, одна для средних частот и 2 для высоких. Я встречал людей, которые морщились и говорили, что вот KZ лучше, там больше арматур. Однако в данном случае суть не в количестве, а в технологиях. Для воспроизведения высоких частот используется патентованная технология Tuned Acoustic Expansion Chamber, TAEC. Заключается она в создании специальной резонирующей камеры на выходе звуководов высокочастотных арматур. Плюс используется технология Polarity Tuned Chamber, то же самое, но сооружение вокруг динамического драйвера. Ну и сами динамические драйверы выполнены по собственной технологии ADLC, что обозначает особое покрытие диафрагмы излучателя, детали которого особо не раскрывают. Разумеется, название это всего лишь название, маркетинг, однако как ни назови, но все эти ухищрения работают. Как описать звук Solaris? Это очень сложно, потому что нет смысла уточнять, что, мол, вот тут высокие, тут низкие частоты, тут не хватает, тут избыток. Как можно описать то, что просто хорошо? Ну, вот хорошо и все. Включаешь, слушаешь и понимаешь, что сказать-то нечего. Все просто хорошо. Как? Почему именно хорошо? Ну как объяснить? Когда что-то плохо, то на это можно указать очень просто и всем все понятно. Ну, вот хорошо приготовленное блюдо, оно просто вкусное. Очень сложно точно объяснить, вот оно хорошее и вкусное именно по этой причине. Если не вкусно, то проблем нет. Пересолено, пережарено и так далее. А когда все хорошо, ну, просто еда поглощается с аппетитом и удовольствием. Вот с Solaris точно такая же ситуация. Все хорошо. Не просто все слышно, а слышно так, что мурашки по спине. Хочется воскликнуть: «Господи, где же я был все это время? Зачем я не пил 7 дней? Ну, то есть, зачем я слушал что-то другое, когда есть Solaris?» Solaris очень чувствительный ко всему. К источнику, к записи, к проводам. Воткнуть их в телефон и получить нирвану не получится. Нет, они легко заиграют, без проблем. Но будет слышно, что ЦАП плохонькие, файлы сжатые, и все это будет так явно и отчетливо, что захочется сразу выключить. Как я уже сказал, эти наушники не ради мониторности, а не ради музыки. Вообще их задача – это уменьшить до возможного предела разницу между звучанием нормальных колонок и портативного аудио. Должен сказать, задача выполнена отлично. Я сам ставил эксперимент и в один момент потерялся. Я не мог понять, звучит музыка из колонок или из наушников. Очень любопытное впечатление. Натуральное звучание поставлено во главу угла. Как вы понимаете, под словом «натуральность» имеется в виду не акустика Carnegie Hall, а то ощущение, которое слушатель получает от акустических систем. Даже не знаю, есть ли смысл приводить примеры. Ну, наверное, вот как иллюстрация, один из наиболее удачных альбомов для осознания, хороши или плохи наушники и вообще любые источники звука, это альбом японского эмбиента Kankyo Angaku, который я хорошо знаю и о котором буквально недавно мне напомнили на одном интересном канале.
Звук этого альбома очень акустический, если так можно выразиться. Можно себе легко представить, в каком помещении играет музыкант или музыканты, до мельчайшего эха иногда. Чуть ли не кожей ощущаешь, что находится рядом, что дальше, что в стороне. При одном условии: источник звука должен быть идеальным, иначе все станет плоским. Вот Solaris идеальны в плане передачи объема. Как сказано в проспекте производителя, у них голографический звук. Это вот он самый. Шикарный, детальный и музыкальный одновременно. Я очень часто повторяю, что универсальных наушников не бывает, и это так на самом деле. Но Solaris настолько близки к этому понятию, насколько это вообще может быть. Живые инструменты, электронная музыка, рок, тяжелый рок, инди, джаз, классика – все звучит хорошо. Не стоит, однако, подходить к ним неподготовленным. Имеет смысл потренировать слух, чтобы потом не жаловаться, что KZ лучше качают. Ну, наверное, качают лучше, но Solaris не качают, они играют музыку. И по ассоциации от того же видео, вот и пример прекрасного образца электронной музыки из альбома Мартина Гора The Third Chimpanzee. Сочетание сложной игры звуков на всех вообще частотах. И никакой каши. Все переплетено, но прозрачно. Все послезвучия, все затухания прорисованы филигранно. Бас мощный, но никак не заглушает ни единой ноты в других диапазонах, а верхние частоты очень отчетливые, но без резкости. Но я говорил, что не полезу в детальное описание, и это правда в этом случае бессмысленно и бесполезно. Не в этом дело, а в совершенно потрясающих ощущениях от звука. Solaris звучат красиво. Как будто сплетают серебряные и золотые нити, на которые нанизаны драгоценные камни нот. Есть ли у них недостатки? На мой взгляд, только один. Они очень крупные. Это не мешает посадке, весь объем находится вне уха, но выпирает из ушей они очень сильно. В модели Solaris 2020 с этим пытались бороться, объем корпуса значительно уменьшили, но это уже не те наушники, они звучат иначе. Тоже потрясающе, но иначе. Видите, я даже поломал привычную схему рассказа, так Solaris на меня действует. Надеюсь, у меня получилось донести всю глубину моего восхищения этими наушниками. И, кстати, сегодня отличный повод для этого видео. У канала 1000 подписчиков. От души спасибо вам за поддержку, за интерес и за неравнодушие. Каналу меньше года, и такое внимание для меня важно. Мои зрители дают мне мотивацию двигаться дальше и со временем создавать что-то новое и интересное. Мне очень бы хотелось как-то отметить это событие, например, как я и собирался разыграть несколько наушников, но сейчас границы нас разделяют больше, чем когда-либо, и это все будет довольно сложно реализовать. Однако никто ничего не отменяет. Просто призовой фонд растет, в нем все больше и больше интересных моделей, которые я в любом случае разыграю при первой же возможности. Давайте думать об этом как о лотерее с накопительным джекпотом. Чем дальше, тем больше возможный выигрыш. Все текущие оповещения на этот счет будут появляться на нашем телеграм-канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте и слушайте хорошую музыку. Плейлист, как всегда, в описании. Теперь не только на сервисе Tidal, но и на Spotify. На этом все. Пока.